Всем привет! Вы на канале Даша Техник, и сегодня я хочу вам рассказать про разнообразную бронированную технику, которая служила Советскому Союзу и также продолжает служить Российской Федерации. История этого образца техники очень интересна и витиевата. Изначально это был танк Т-64А, выпущенный в марте 1973 года, а в 1977 году он прошел капитальный ремонт на бронетанковом ремонтном заводе номер 142 в Тбилиси. И не раньше 1991 года танк попал на бронетанковый ремонтный завод номер 115 в Харькове. Здесь в рамках конверсии танк был переоборудован в тягач-транспортер. Башня с вооружением была демонтирована, а вместо нее была изготовлена рубка из конструкционной стали для мехвода и 10 пассажиров. А в дальнейшем тягач попал в Кубинку, где и простоял несколько лет в отстойнике. Данный образец представляет большую ценность, поскольку в музеях подобных машин сохранилось совсем немного. А на табличке у музея не совсем верное наименование машины. Это не ХТВ, то есть ходовой тренажер вождения, а танк-тягач. А это второй образец ходового тренажера вождения, созданный на базе танка Т-64. Его можно увидеть в коллекции Музея бронетанковой техники в Кубинке. И на табличке тренажер подписан просто как ХТВ-64. Но поскольку он изготовлен с использованием шасси и корпуса танка Т-64Б, то условно переименуем его в ХТВ-64Б. И как понятно из названия, он должен был служить для подготовки механиков-водителей. Эта необычная машина была создана в СССР, и она стала гибридом основного боевого танка Т-64Б и колесного БТР-60. Известно, какими бы совершенными не были бы различные компьютерные симуляторы, без знаний за рычагами реального танка не обойтись. Однако эксплуатация боевых машин в качестве учебных обходится весьма дорого, и поэтому во многих армиях мира создается техника подобного предназначения. С 64-го демонтировали башню со 125 мм гладкоствольной пушкой и спаренным пулеметом, а вместо нее водрузили часть корпуса от бронетранспортера, чтобы в нее могли помещаться несколько курсантов. И, к сожалению, ХТВ был изготовлен в единственном экземпляре. На первый взгляд у этой машины очень странная пушка. Это командно-штабная машина БМП-1 Каше, является подвижным пунктом управления мотострелкового или танкового полка. БМП-1 Каше была создана на базе шасси БМП-1 в Челябинске и принята на вооружение в 1972 году. Ее серийное производство началось в 1976 году на Рубцовском машиностроительном заводе. До принятия на вооружение она имела обозначение «Объект 774». Машина оснащалась различными радиостанциями, аппаратурой телефонной и телеграфной связи, навигационной аппаратурой и автономной отопительно-вентиляционной установкой, а также бензоэлектрическим агрегатом для питания средств связи. Экипаж машины состоял из 3 человек. В носовой части корпуса размещался механик-водитель, а в кормовой части 2 радиста. В остальной части корпуса были оборудованы рабочие места для 4 офицеров штаба. К машине прилагался пулемет ПК в укладке. Башня была закреплена неподвижно на корпусе. Вместо орудия и спаренного пулемета в башне устанавливалось телескопическое антенно-мачтовое устройство. Российский бронетранспортер БТР-90 «Росток» был создан в 1994 году и представлял собой дальнейшее развитие советских бронемашин с колесной формулой 8х8, такие как БТР-70 и БТР-80, предназначенных для доставки пехоты к полю боя и ее непосредственной огневой поддержки. По сравнению с предшественниками машина получила значительное усиленное бронирование. Броня уже не пробивается пулями. Мощное вооружение, включая противотанковые ракеты, мощный двигатель, а также значительно увеличились габариты и весовые показатели бронетранспортера. Можно сказать, что модель БТР-90 – это вершина развития той концепции, что была заложена еще полвека назад в конструкции БТР-60. Он хорошо защищен и мощный, к тому же впервые оснащен бортовой информационно-управляющей системой, позволяющей осуществлять эффективное автоматизированное управление трансмиссией и двигателем, контроль и диагностику жизненно важных систем машин. Одним словом, бронетранспортер в том виде, в котором он задумывался изначально. Однако БТР-90 «Росток» пришелся явно не ко времени. Долгое время армии было просто не до новой машины. Так что впервые показанный на публике в 1994 году, он прошел госиспытания только в 2004 году. И дальше больше. В 2008 году БТР-90 «Росток» был принят на вооружение России. В войска поступила установочная партия новых машин. А в 2011 году было назначено начало серийного производства. И вдруг оказалось, что новая машина армии особо-то и не нужна.
Высокомобильный армейский многоцелевой полноприводный автомобиль ГАЗ-39-37-1 «Водник» с колесной формулой 4х4 предназначен для транспортировки людей и грузов, буксирования прицепных устройств по всем видам дорог, и в том числе по труднопроходимой местности. В основу многоцелевого автомобиля «Водник» была положена модульная схема построения, которая позволяет оперативно непосредственно в полевых условиях менять боевые и хозяйственные модули. Шасси автомобиля может быть использовано и для монтажа стрелкового и легкого артиллерийского вооружения вплоть до установки 120 мм миномета. Автомобиль был разработан в ОКБ ОАО «ГАЗ», и при этом с 1997 года его производство осуществлялось на Арзамасском машиностроительном заводе. По распространенному мнению, которое является ошибочным, ГАЗ-39-37-1 «Водник», исходя из названия, считается плавающим. Однако это не так. Машина не имеет средств для передвижения по воде. У нее нет гребного винта или водомета. «Водник» в состоянии преодолевать водные преграды вброд, но только тогда, когда их максимальная глубина не превышает 1 метра. «Жук» — это отечественная инженерно-разведывательная машина, основное предназначение которой — разведка местности, водных преград и путей для передвижения войск. Находится она на вооружении с 80-го года. За основу взяты узлы агрегата БМП-1. Установленное оборудование позволяет обнаруживать мины на глубине до 30 см полосой в 3,6 метра. Получать необходимые данные об уклонах, проходимости, наличии минных полей и заграждений, глубине, ширине и скорости водных препятствий на пути следования войск, плотности дна, толщины льда и зараженности участков местности. Корпус, сваренный из листов брони, имеет разделение на 7 отсеков и дает защиту команде машины от поражающих средств. Конструкция и герметичность корпуса обеспечили машине надежную плавучесть. Носовой отсек содержит элементы гидравлики, редукторы устройств на искателе широкого захвата, РШМ, и также там установлена вентиляционно-фильтрующая установка. В основном данная машина действует в составе инженерно-разведывательного дозора. В него входит отделение саперов со своим оборудованием и снаряжением. Инженерно-разведывательный дозор может действовать самостоятельно или же в группе общевойсковой разведки. А это эвакуационный тягач КЭТ-Т. В середине 2000-х годов на шасси КЗТК 74281-012 собрали опытный образец тяжелого колесного эвакуационного тягача КЭТ-Т с задним 15-тонным гидрокраном и основной лебедкой. Данный тягач может вытаскивать застрявшие, заваленные в укрытиях и опрокинутые машины и приводить их в транспортабельное состояние, а также транспортировать в полупогруженном положении поврежденные машины и буксировать их, осуществлять подъем передней и задней части машины, а также проводить радиационную или химическую разведку путей эвакуации или места выхода машины из строя. А связь экипажа эвакотягача с внешними абонентами осуществляется с помощью переговорных устройств и радиостанций. В начале 60-х годов прошлого столетия с ускоренным развитием ракетного вооружения инженеры-танкостроители вновь обращают внимание в свой взгляд на возможность установки на танк ракетного вооружения. Как тогда казалось, одним из перспективных направлений развития танкового вооружения является установка на танк ракетного оружия уже не как дополнительного, а как основного. Идея создания небольшого, маневренного, оснащенного мощным ракетным вооружением с большой дальностью поражения истребителя танков являлась в то время очень актуальной для советских инженеров. Одним из примеров этого направления в истории отечественного танкостроения можно назвать проект создания ракетного танка, известного как объект 775. Испытания машины проводились вплоть до 1965 года, и на них истребитель танков показал неплохие как ходовые, так и боевые качества. Однако на вооружение танк так и не был принят, и что послужило тому причиной, сейчас сказать сложно. Возможно, из-за недоработки и слабой надежности системы наведения ракет, или же из-за сложности и высокой стоимости производства. Единственный сохранившийся до наших дней объект 775 в настоящее время находится в экспозиции танкового музея в Кубинке, и он перед вами. Еще в конце 50-х годов советские танкостроители начали изучать тематику газотурбинных двигателей. Подобные силовые установки при всей своей сложности позволяли получить ощутимый прирост подвижности, а также имели некоторые другие преимущества перед традиционными дизелями. За несколько лет был создан ряд проектов, в рамках которых прорабатывалась возможность использования такой силовой установки на боевых машинах разных классов, и в том числе и на танках. На крыше корпуса поверх штатного погона башни предложили поместить специальную рубку для наблюдения за местностью и естественного освещения лабораторного отделения. Рубку выполнили в виде конического купола с выгнутой крышей, а по периметру конического борта располагалось большое количество стекол. Слева на рубке располагался люк для доступа внутрь, и, как можно судить, купол лабораторного отделения выполнял функцию балласта. Он мог изготавливаться и из неброневой стали.
Для проработки различных вопросов, связанных с оснащением бронетехники газотурбинными силовыми установками, требовались различные экспериментальные машины. Одно из предложений в этой сфере было реализовано и изучено на практике при помощи опытного танка «Объект-288». Эта машина показала свои характеристики и возможности, а также наглядно продемонстрировала имеющийся потенциал. Основные идеи этого проекта себя не оправдали, и поэтому экспериментальный танк остался единственной в своем роде. Новые проекты боевых машин с газотурбинными двигателями основывались на иных решениях. Котлованная машина МДК-2 представляет собой землеройную машину на базе тяжелого артиллерийского тягача АТТ. Выпускалась на Харьковском машиностроительном заводе имени Малышева и предназначалась для отрывки котлованов размером 3,5 на 3,5 метров в любой длины и также в различных грунтах. Имеющееся на машине бульдозерное оборудование позволяет производить планирование площадки перед отрывом котлована, очистку и выравнивание дна котлована, а также засыпку ям, рвов, траншей и котлованов и других препятствий. При отрывке котлованов разрабатываемый грунт укладывается в одну сторону вправо от котлована в виде бруствера на расстоянии 10 метров. За один проход углубление составляет до 40 сантиметров. Тип рабочего органа – это фреза с метателем. Техническая производительность – 300 кубических метров в час. А транспортная скорость машины составляет 35,5 км в час. И вот такой обзор необычной советской военной техники у меня получился. А если вам нравятся мои видео, то обязательно подписывайтесь на канал. А больше контента обо мне вне техники и моделизма вы можете найти на страничке на Бусти. Ссылочка будет в описании. Увидимся в новом видео. До новых встреч. Пока-пока.